Приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Семен Уралов на связи прямо сейчас. Семен Сергеевич, приветствую вас. Мир, труд, май, как говорится. Приветствую, Александр, со всеми майскими праздниками, которые начинаются с праздника труда и переходят к Дню Великой Победы. Да, друзья, мы в прямом эфире. Это означает, что вы можете задать свой вопрос. Сделать это можно в клубе зрителей «Шелест». Здесь как бы без ограничений. Точно так же можете на экран вывести, если работает у вас этот сервис, и канал поддержать. Также, ну и, конечно, чат трансляции. Сообщество YouTube – это как всегда. Как всегда, начнем наш эфир с такого опроса. В конце подведем итоги. В общем, звучит он следующим образом. Какая следующая точка бифуркации? Ну как бифуркации? Жести, наверное, какой-то спирали эскалации. Ну вот пускай так назовем это бифуркацией, то есть точка невозврата. И варианты ответов. Это женская мобилизация, удары тактическим ядерным оружием. Об этом Елизаров рассказывал, что сейчас полетит украинская баллистика, а россияне будут лупить ТЯО. Третий вариант – это втягивание в войну Беларуси. Тут Зеленский переполошился, вертолеты какие-то увидел за 2 километра, активность необычайная, то есть всячески вынашивают он эти планы. Ну и последний вариант – все уже эти точки ада прошли. Все, что можно уже как бы, и мы движемся к финалу, к какому-то там такому приятному, неприятному, но все идет на спад. Голосуйте, пожалуйста, очень интересно ваше мнение. Семен Сергеевич, что скажете вы из перечисленного? Может, чего упустил, а может, есть то, что действительно взвинтит эскалацию, но называется по-другому? Перечни пунктов эскалации, которые вы перечислили. И есть еще пункты, связанные с теми, кто непосредственно участвует в войне на Украине, но пока что выдают себя за тыл. Это в первую очередь ближайшие соседи, то есть страны Прибалтики, Польша. Вот. И одна из точек эскалации – это втягивание новых игроков, ну вот как некоторые наши политкомментаторы, эксперты, ну, такого даже статусного уровня, как, например, Сергей Караганов, вот, они вообще утверждают, что для того, чтобы не заниматься вот этой вот эскалацией по принципу, как отрубать собаке хвост по кускам, то лучше сразу эскалировать до ядерного удара по Лондону. Есть такой прекрасный наш современный поэт, он местами не очень цензурный. Это как раз вот поэт и России, и Украины одновременно, Михаил Елизаров. Я не знаю, знакомые зрители, не знакомые, я рекомендую ознакомиться с его творчеством. В том числе фильм «Библиотекарь» и книга одноименная, которая вышла недавно. Ну, писатель-то русский, а поэт такой достаточно нецензурный. Вот у него есть, значит, строки о том, что я мечтал увидеть по Лондону, да, ядерный удар. Вот. Почему он объединяет, и он очень тонко чувствует, у него есть тоже ряд прекрасных композиций, вот, связанных с актуальной повесткой, потому что родился он в Ивано-Франковске, как раз вот потомок оккупантов, ну, Елизаров же русская фамилия, потом учился в Харькове, какое-то время искал себя по Европам, в первую очередь в Германии, но, собственно, сейчас я считаю, что это одно из культурных, так сказать, явлений. У него очень много рефлексивных произведений, подчеркиваю, они не очень цензурные, но в Яндекс.Музыке в том числе их найти можно. Вот, потому что этапы эскалации, которые вы перечислили, для чистоты понимания их нужно опрокинуть немного в новейшую историю. Все ждут новостей Мы часто про цитируем, парад. ну, советскую историю, да, 20 века, а 2 вот мая того 2014 самого парада, года, сегодня же как раз мая. 2 мая, поэтому очень хорошо, что есть возможность отрефлексировать это не просто трагедию, но и преступление, с которого, по большому счету, началась вот эта вот эскалация насилия, которая с каждым годом, с каждым месяцем переходила на на новый уровень. И просто какая-то часть населения после 2 мая смогла занять позицию тех самых хатоскрайников, как мы называем, и таких сверхэгоистов, и позволяла себе не замечать эскалацию, которая происходит все больше и больше и больше с каждым месяцем. Просто поначалу она происходила, вот, начиная с 2014 года, локально,
Вот, то есть, ну, это же только на Куликовом поле сожгли людей. Ну, а все остальные, в общем-то, могли это не замечать, в том числе даже в Одессе. Ну, А смотрите, потом я с этот... вами не соглашусь. Ну, что значит не замечать? Все заметили это. Это событие, которое 12 лет назад произошло, оно всколыхнуло страну. И через неделю, по-моему, да, около недели, даже меньше чуть-чуть, прошли референдумы в Донецке и в Луганске, и народу, ну вот физически, да, понятно, что там они незаконные референдумы были, понятно, что там распечатывались как ну, там на ксероксе эти бюллетени, это все претензии официальной Украины, их можно объяснить. Но народу физически ножками и в одном и в другом городе пришло большое количество, и такое небывалая явка. Понятно, что ее там не подсчитывали, как на выборах, потому что не было такого ресурса, да, но люди поперли. Если бы не было Одессы, но они бы не пошли провозглашать там свои республики. Кстати, я замечу, что об отделении от Украины тогда речи не шло. Тогда именно конкретно хотели как бы вот обособленно, ну а потом видите, во что это все превратилось, в какую, скажем так, большую и тяжелую Вы трагедию. пропускаете еще одну важную точку, что референдумы проходили как раз в ДНР 11 мая произошел референдум. Это еще проходило на фоне не только Одессы, а как раз первой страшной следующей эскалации, которая произошла сразу через неделю. У нас 2 мая было в Одессе, а 9 мая было в Мариуполе. Если говорить о том, что ужаснуло уже непосредственно жителей Донбасса, будущих ДНР, ЛНР, это вот именно этот шаг эскалации. Вот 2 мая жгут людей в Одессе, ну не просто людей, да, то есть своих оппонентов, а 9 мая уже совершают вооруженное нападение, в том числе на органы власти, в том числе в Мариуполе. Там же я напомню, что произошло в Мариуполе. Если в Одессе органы власти либо потакали одесской хатыни, да, либо кто-то закрывал глаза и своим, бездействием фактически соучаствовал, кто-то закрыл глаза, то 9 мая в Мариуполе уже произошел раскол, в том числе во власти. Потому что городская милиция, она же перешла на сторону тогда еще не провозглашенной республики. Ну, скажем так, тогда же была ситуация двоевластия. Ее очень важно отрефлексировать. Почему очень важны эти события мая? Потому что законная власть растворилась, и в Киеве к власти пришли заговорщики. Надо называть вещи своими именами. Потому что вот это разделение властей, но же я напоминаю, каким-то странным ИО президента, непонятно кого, стал Турчинов. Исполнительную власть перехватил, соответственно, Яценюк. Вот. Ну и в парламенте была образована фактически тоже такая вот странная конфигурация, состоящая из оппозиции, бывших представителей власти. В это же время параллельно проходят политические убийства, в том числе в Киеве. Помните, с Чечетовым что случилось? Потом, например, был Калашников, такой депутат. Началась эпоха политического террора. Вот его называть нужно именно таким образом. Как и любой переворот, заговорщики для того, чтобы удержаться во власти, они своих оппонентов начали не просто запугивать, они им начали показывать, так сказать, какая судьба их ждет. И вот обратите внимание 2 мая, как сошлись интересы очень разных группировок. То есть там торчали и уши Порубия, кстати, уже убитого, да? Вот. Там торчали уши мэра бывшего Одессы Эдуарда Гурвица, который мечтал о реванше. Его не так давно снесли с поста мэра, но он мечтал о реванше. А это же персонаж какой? Это персонаж, который привез в Одессу в свое время чеченских террористов, с помощью которых он зачищал то, что называется местную братву. Потом он привез знаменитый тоже факт, одесситы не могут об этом не помнить, Убирию, такого уголовного персонажа, который в том числе стрелял в журналистов в Одессе.
когда там был конфликт вокруг городской свалки. И этот же персонаж Эдуард Гурвиц привез в Одессу Корчинского с его боевиками, братством. Я тогда работал как раз в эти годы, между 2009 и 2014. Вполне себе, я тогда вот и почувствовал этот эффект, то, что потом, смеясь, называли себя, и даже где-то с гордостью, жидобандеровщиной. Мы вспоминали эту историю. Я-то считаю, что это смычка сионизма и украинского нацизма, если говорить так политологически. Но вот его брендировали как жидобандеровщина. И она впервые во многом возникла именно в Одессе, когда произошла смычка вот этих вот элит, которые одной ногой в Израиле, в Хайфе, а другой ногой на своей малой экономической родине, и украинских нацистов, которые готовы, ну и не просто готовы, это же тот же период триумфа Сашка Билова, ну, на Волыни. И вот эти персонажи, понимая, что за ними нет никакой поддержки массовой, народной, потому что это же начался период борьбы улиц, и если в Киеве и в центральной и на западной Украине доминировала улица Майдана, скажем так, ну вот, которая стояла на этой стороне Евромайдана, то в Днепропетровске уже было где-то даже 50/50. В Запорожье, давайте вспомним знаменитые кадры 300 запорожцев, да, вот, когда пытались подвергнуть унижению, яйцами закидывали. То есть вот по Днепру шла война 50/50. И даже в Киеве, если мы вспомним тот же антимайдан, он все-таки был. То есть нельзя сказать, что доминировал Евромайдан. А вот Одесса, Харьков, Донецк с Луганском мы вообще не говорим. Крым, вот. Ну вот то, что называлось Юго-Восток, то есть от Днепра, Левобережье еще то, что называлось. Да? Там доминировал антимайдан. Потому что если мы посмотрим на те же марши Евромайдана в Одессе, в марте, в апреле, вот до 2 мая, то они мало того, что маскировались марши мира, потом эти же люди жгли людей в Одессе. Их было 100 человек, 200 человек. Ну, они собирались возле Дюка, тогда именно интересно произошло. То есть произошло разделение. То есть Куликово поле было занято антимайданом, а там постоянно была, так сказать, жизнь, история. То есть люди... Ну, это же превратилось в такое, если говорить, ну, вече, собор. Ну, вот если мы подбираем у казаков, это круг. Ну, как бы вот. Ну, вот это такое вот временное. Ну, кстати, во Львове всегда такая штука называлась, оно там собирались на стометривці, да, это вот еще в 80-е, 90-е годы. А Майдан в Одессе прятался по домам и собирался раз в неделю, причем это были явно грантовые истории, там попели песни, еще что-то, разошлись. Везде доминировал. И было понятно, что после того, как власть захватили вот эти заговорщики, мятежники под крышей западной, что если все пойдет именно по пути, ну, скажем так, электорально-демократическом, то есть там, где за кем больше народу, вот, граждан, то на Юго-Востоке Евромайдан, режим Евромайдана проиграет, его никто поддерживать не будет. И поэтому террор 2 мая, который возник, он возник для того, чтобы установить в первую очередь, в первую, подчеркиваю, диктатуру на Юго-Востоке, то, что тогда еще называлось Украиной. Да, я хотел бы, знаете, какие мысли высказать по поводу 2 мая в Одессе. Ну, во-первых, нужно сказать, что люди помнят, да, сегодня приходили с цветами туда, несколько десятков человек, там усиленная полиция, в общем, охраняла все, как и каждый год. Это раз. Люди помнят. Там даже кто-то получил выплаты от ЕСПЧ, да, о расследовании. Сегодня делал видео с прокурором Гольдербом, он как бы четко раскладывал, что, в общем, тормозили как могли, и все. На Ютубе вот есть канал «Одесская трагедия», я его как бы вам показываю, держу, да, там вот немногочисленные видео. Я хотел бы какой мыслью поделиться, да. Вот эта ситуация в Одессе мне напоминает примерно такое же окончание вообще войны, только в масштабе. Почему? Потому что каждый останется при своем мнении, потому что со всех сторон мы видим там
то с Приднестровья завезли, то завезли, ну, понятно, там футбол был, там ультрасы, да, вот эти. То, в общем, то они сами себя сожгли, то, наоборот, и там же, и с одной стороны, и с другой стороны погибшие. То они добивали, устраивая коридор позора, людей, которые выбегали из горящего и задымленного дома профсоюзов, то нет, наоборот, помогали. Ну, в общем, с процессом времени каждый там эпизод будет раздуваться в отдельную историю. А в оконцовке мы будем иметь жуткую трагедию, жизни, которые потеряны, и, собственно, ну вот нечто такое, с которым просто придется дальше жить, пока, собственно, и не забудут. Можно ли вот эту историю в Одессе конкретно масштабировать на всю войну таким образом, как вы думаете? Я вам больше скажу. Одесская трагедия 2 мая, Одесская Хатынь, как ее еще называют, она как раз и развернулась в нынешнюю украинскую трагедию. У кого-то была надежда, ну, не скрою, и у меня первые, ну, наверное, до осени 2000, ну, не до осени, до лета, пока не началось наступление на Донбасс. Ну, вот я хорошо помню просто эти очень времена. Вот как раз я весь 2014 год почти каждый месяц могу разобрать. Я очень хорошо помню. Была иллюзия, что новая власть, которая установится, это же Порошенко кем избирался? Президент мира он же тогда был, правильно? 2 недели, Так же он и то закончится. позиционировался. 2 недели, да. Да, то есть и какая-то часть испытывала иллюзии о том, что будет наведен, ну, справедливость наступит, что преступники будут наказаны. Преступники по совокупности, я напоминаю, началось все с сожжения Беркута, вот, ну вот отдельных, там, ну не подразделения целого, а отдельных бойцов. Вот. Потом еще была история с нападением на там, крымчан по Думанью, непонятно, сожгли, расстреляли, там события вот так вот катились. Но 2 мая это стало именно, ну, пиковым событием. И кто-то испытывал, да, испытывал надежды, кто-то иллюзии, что да, виновные будут наказаны. Но буквально через, ну, уже летом 2014 года, когда, ну, случилось первое нападение, а потом и сразу первые котлы, вот, что имелось в виду, что Порошенко собирается подавить всех сепаратистов. Что Порошенко это продолжение 2 мая. То есть это метод, который выбрала уже новая власть. И именно тогда, в конце весны, начале лета 2014 года, ожидается, ну, наблюдается массовый приток добровольцев именно в, ну, вооруженные силы, как их тогда в Киеве называли, сепаратистов, да, ну, вот этих новых республик. И вот интересно, это уже лично я был свидетелем, получается, весной, ну, конец зимы, начало весны 2015 года, это как раз в районе Дебальцевского котла, когда я приехал и книгу писать, и трудиться в Донецк, в ДНР. В ЛНР я не был тогда, кстати, ну вот поэтому только со слуха знаю. И наибольшее количество добровольцев, позывной у них был Одесса. Причем что имелось в виду? Не только одесситы, хотя их было много, а это даже те, кто приезжал из России, они, ну, как-то связанные были. Они в том числе брали себе такой позывной. То есть это стало, знаете, как что, если сравнивать, ну вот на уровне культурном, это было что-то как восстание броненосца Потемкина. Вот на уровне символическом. Оно было, конечно, подавлено в свое время. Вот. Оно было, ну, как бы быстро вроде забыто, но это оно стало именем нарицательным. И именно поэтому Сергей Эйзенштейн снимает, ну, вот эту такую знаменитую картину «Броненосец Потемкин». И именно поэтому, кстати, я просто хочу объяснить, почему происходит и так в культуре отложилось. Ну, почему Остап Бендер, ну, вот первая глава «Золотого теленка», как называется, «Дети лейтенанта Шмидта». Вот. А кто такой был лейтенант Шмидт? Ну, в Петербурге до сих пор набережная лейтенанта Шмидта, вот она прямо в центре на Васильевском острове находится. Это как раз был вот герой броненосца Потемкина. Вот. И броненосец Потемкин это было не, ну, стратегическое какое-то действие, потому что потом восстания, которые происходили, например, в Иваново-Вознесенске
или в Москве на Красной Пресне, они были значительнее. Но это было именно то, что всколыхнуло вот, на тот момент вот, общество Российской империи. Оно, конечно, было более глобальное, это было более локальное, но я просто привожу пример для чего. 2 мая точно так же всколыхнуло жителей всего постсоветского пространства. И что стало понятно 2 мая 2014 года? Это не локальная война на Украине. Это фронт гражданской войны на всем постсоветском пространстве. Это то, о чем я не устаю вам повторять. Потому что в тот момент чувство солидарности с куликовцами, ну, давайте будем, ну, это же конкретное было явление, политическое Куликово поле. И более того, это же тогда первая революция, ну, не революция, а как, ну, уличные баталии политические, которые проходили в онлайне. До этого же была эпоха власти телевизора, а Евромайдан – это то, что проходило в онлайне. И потом последующие события. Вы наверняка должны помнить, и там всякие сервисы Ustream были, которые удивительным образом, американский сервис был бесплатным, вот, а потом стал платным. И весь Евромайдан проходил в Ustream. Это начинается восхождение Ютуба, начинается, ну, как раз прямые трансляции, ну, рост технологий был, но при этом использовалось в политических целях. И 2 мая это было не просто, ну, трагедия, да, трагедия, которая проходила в прямом эфире. И смотрели его на всем постсоветском пространстве. И именно тогда общество разделилось на 3 больших группы. Общество не только Украины, но в том числе и России. Оно разделилось на убежденных, скажем так, евромайдановцев, которые значительная часть потом стала нацистами. Это о том, что сепаров можно только убивать. Ну, откуда появился вот этот вот пропагандистский, так сказать, формула, что если бы не было 2 мая, то в Одессе было бы как в Крыму, подразумевая, что это нужная жертва. Ну, это самая такая часть приличная. Самая неприличная, Ну да. это о том, что, значит, поджарили колорадов, И майские шашлыки, да, и вот эти да, сепаров положили. Это Гану, вот одна группа. вот этот, который Гану, Да, да, который да. застреленный. Да. Вторая группа – это те, кто поняли, что без демонтажа режима, который пришел к власти на терроре и насилии, договариваться с Киевом нечего, не о чем и некому. То есть это люди, которые все, они, ну, беспредельщики, да, то есть им все равно, они кинут, обманут. Что и произошло сразу же с Порошенко. И значительная группа – это тех, кого это все, ну, скажем так, очень сильно всколыхнуло, но потом увидели люди, что вроде ничего не меняется, жизнь же идет своим чередом, ну, как-то ничего не происходит. И они заняли вот эту позицию хатоскрайника, что оно как-то само рассосется. И я вот очень много, я же много работал на Украине, в разных городах, и в Молдавии, то есть то, что соседняя Одесса, Кишинев. Знаете, в Кишиневе как это всех всколыхнуло? Потому что для жителей, особенно Приднестровья, ну, киевляне реже бывают в Одессе, чем те же, ну, в раньше времена, чем те же приднестровцы или там жители Кишинева. Они не поняли, что это произошло. Но потом приехали, так сказать, на лето на море, как всегда. Увидели, что вроде ничего не меняется. И самооблучились. Ну, или, так сказать, аутотренинг, есть такое понятие у психологов, да, что ничего не произошло, все нормально, жизнь течет своим чередом. И вот это самая большая прослойка. И в России, кстати, то же самое произошло. Ну, какая-то часть. Ну и ладно, что там, хохлы что-то там бушуют, ну ничего, еще успокоятся, и все будет как раньше. И вот эта вот прослойка большая самая, ну, вот таких вот обычных людей, где-то социальных эгоистов, вот, они долгие время жили в таком вот забвении. Кто-то в этом забвении жил до февраля 22 года, вот, а кто-то еще до сих пор продолжает в нем жить. Причем как и в России, так и на постукраине. Да. Что все как-то само по собой рассосется. Семен, тут понимаете, какой момент? Если это все отправляться, ну, так переноситься в реальность сегодняшнего дня, имеется в виду, реальность сегодняшнего дня, то мы имеем абсолютно, ну, скажем так, дикий разворот. 12 лет назад о подобном никто не мог подумать.
А сейчас уже прям с украинского каждого утюга вот звучат вот эти все душераздирающие переможные истории, там, о Туапсе, о заводах, что вот смотрите, мы будем бомбить. Причем так удивительно, слушайте, будем бомбить чем? Ракетами, которые по западным технологиям удешевленный корпус, удешевленное все в коммерческих целях, на пленках Миндича, фигурирующий Firepoint, да, которые они хотели там спихнуть, продать. И вот эти разговоры о том, что так война, это же вот пока есть война, пока есть экономика. То есть, да, вот никто не мог представить себе, что вот 2014 год на Майдан большая половина страны говорит, не, мы не поедем, потому что нам работать надо. Ну, то есть, как мы? А сейчас как бы работать не надо, сейчас надо воевать, понимаете? Так вот, как все изменилось за 12 лет? Выходит вот нардеп Костенко и майские же дни, да, и говорит, что мы там не дадим провести парад, ми маємо всі можливості, щоб по параду ударити. Послухаємо. Ми ж бачимо, чому. Росія завжди намагалася використати парад на Червоній площі по максимуму. Це як такий, знаєте, в них із року в рік була демонстрація сили, демонстрація величі і ще раз нагадування на внутрішньому, скажімо так, ринку своєму, що от вони великі, от те, заради чого вони живуть, це та сила, коли вони колись перемогли, і зараз вони перемагають. І коли вони починали війну, України не було сили засобів для того, щоб зробити так, щоб парад не відбувався. І вони далі продовжили з цим пишатися. Зараз, на 5-й рік війни, Росія розуміє, що в Україні є всі можливості принизити їх прямо на Червоній площі. Тому вони дзвонять, вони просять, вони намагаються випрашувати з позиції сили, але вони розуміють, що рішення виключно за українською стороною, за Верховним головнокомандувачем, в першу чергу за ним і за Ставкою, які мають оцінити всю ситуацію, яку вони зараз бачать, бо вони її знають найбільше, і прийняти рішення. Але те, що Росія знає, що в нас є можливості, навіть запускати в ту сторону дрони, щоб була повітряна тривога, навіть при тому, що Росія, навіть оголивши свої війська, стягує зараз до Москви всі засоби ППО, це може не допомогти їм проводити парад з точки зору того, що буде навіть постійна загроза. Ще раз, в Україні є всі можливості допомогти Росії провести парад максимально наближений до бойових дій. В общем, вот такие. Вот все возможности есть. Вот, пожалуйста, они там звонят, что-то просят. Это вот перемирие обсуждается. Это вот, казалось бы, украинская пропаганда, украинские это депутаты с «Голоса» Костенко. Ясно, да? Но примерно то же самое вещает уехавший Невзоров. Но его я предлагаю отдельно послушать, потому что это же нечто. Как всегда, да. То есть Костенко хочет унизить на Красной площади россиян, а Невзоров сказал, что слава вот этого победобесия, как он выражается, вообще умерла. Все ждут новостей про парад. Будет знаете, он или не будет. Костенко, вот если того самого парада 9 мая, самой схемы, похоже, больше нет. Это классическая як не з'їм, так он откусю. Из анекдота. Давайте дослушаем этого Глебыча. Мы Невзорова слушаем, понял. Давайте. Дело в том, что слава тоже умеет умирать. И вот этот русский культ победобесия казался безграничным, неисчерпаемым, всесильным. А на проверку и он оказался шагреневой кожей. Дурь тоже съеживается и теряет силу. И пафосные причитания о гене победителей на 5-й год войны с Украиной уже звучат как анекдот. Канонический парад, тот, к которому привыкли, и который так любят обитатели Российской Федерации, такой канонический парад будет выглядеть карикатурой. Карикатурой на самих себя. И вызовет не восторг, а боль и стыд. Ибо напоминание о былой силе наведет на мысль о сегодняшнем бессилии. У Кремля, вероятно, хватило мозгов это понять и минимизировать события 9 мая. И дело совсем не в том, что вся техника погорела на фронте. Нет, у них, поверьте,
даже в Московской области по складам этого всего железа, способного там полчаса двигаться, у них достаточно. У них достаточно там установок, и шилок, и тунгусок, и черт знает чего. Бессмысленного на фронте, но вполне способного поучаствовать в параде. Тем не менее, вот эта сознательная минимизация, они понимают, что победобесие перестает работать. Вот так вот. Перестает работать победобесие, в общем. Как вы относитесь к вот такому интересному перекликанию украинского депутата и российского беженца? И что думаете насчет парада, насчет перемирия на 9 мая? Ну, не просто российского беженца, а в прошлом тоже депутата Государственной Думы. Более того, он даже был... Украинский гражданин сейчас еще, да? Да, то есть он был вполне себе элитарием конюшни Невзорова. Более того, он даже был доверенным лицом на президентских выборах, вот, как представитель питерской, так сказать, элиты. Вот. Это я уже, когда во второй раз приехал жить в Петербург в 2019 году, вот, постоянно мне была реклама о том, что он в отеле «Гельвеция», невзоровские среды бывают, если не ошибаюсь. Там нормальных денег стоило походить, вот это все послушать. Мы сейчас это все бесплатно слушаем, а раньше из жителей Петербурга нормальные деньги сшибали. Там, если не ошибаюсь, абонемент стоил что-то 250 косарей в год. Ну, по тогдашнему курсу это было там что-то около $3000, 4. Ну, это для всех, для понимания, да. Разовый билет стоил что-то 10. То есть, нормальные деньги посидеть. Часто он поэтому это не просто беженец, человек, а вот кто следит, обратите внимание, сколько было у него в пользу государства конфисковано разной собственности, которую он, кстати, пытался прятать, переписывать на тещу, если я не ошибаюсь, потому что он же там вместе с женой попал. Потому что Глебыч, он такой, конечно же, у нас боец-боец, но активы все пытался после начала СВО перепрятать. Тоже как в анекдоте, знаете, тиха украинская ночь, но сало лучше перепрятать. А вот Костенко – это как раз яркий пример того, как это «нез'їм-то понадкусию». То есть, наша сила в том, что мы кому-то можем, так сказать, помешать. Но теперь давайте посмотрим, что это объединяет двух этих персонажей. Кроме того, что это как фраза, которая, кстати, вошла с 2014 года «Никогда мы не будем братьями», и которым я придумал продолжение, чем горжусь, потому что мы сестры. Вот это сестры. Сестра Костенко, сестра Невзоров. По своему типу эмоционирующего. Но Костенко – это, конечно, дитё по сравнению с Невзоровым. Потому что Невзоров сделал свою ставку на, говоря украинскую мову, наймита Запада, еще в конце 80-х годов еще Советского Союза. Что такое была вот эта вот передача 600 секунд? Вы не помните, а я вот еще чуть-чуть помню ее ребенком. Она шла на втором канале, которым был ленинградский, там были включения ленинградских новостей тогда еще. И это была чернуха. Сейчас нас, жителей интернета, этим ничем не удивишь. Урезали, зарезали, убили, расчленили. И так жить, в общем-то, нельзя. Все пропало. И все это на фоне острой политической борьбы. И потом Невзоров, он же был певцом чего? Что Россия умирает, мы сейчас, то есть я это называл позицией трупного червя. То есть он считает, что он живет в трупе, и это его вселенная. И в этом трупе он специалист по, так сказать, тому, какой орган как гниет. И этот трупный червь нам ведет, так сказать, прямые репортажи со своего места обитания. Но это была в целом большая прослойка всего постсоветского пространства. Я вам могу навскидку назвать
массу таких людей там в Беларуси. Был такой очень именитый, кстати, там Артем Шрайбман, такой обозреватель, да. Они рассказывали о том, как, так сказать, мы медленно умираем и почему нам нужно, в общем-то, лучше самоубиться. Если у тебя нет возможности свалить на Запад, то тогда лучше самоубейся. Вот это, в общем-то, певцы одной и той же песни. Только Невзоров, он как бы с высоты, ну, он все-таки, подчеркиваю, это человек, который, знаете, заработал свой первый $1 миллион на вот таком бизнесе, когда мы с вами еще в школу ходили. Вот, а он уже. Для того, чтобы понять его позицию, достаточно посмотреть фильм «Чистилище». Вот, автором сценария, который он является, где, кстати, одну из своих первых ролей сыграл Дмитрий Нагиев. Вот, он там играет чеченского террориста. Вот, курит там в кадре очень модные сигареты, как они назывались, Colors, по-моему, там каждого, в 90-е они были самыми элитными. Вот, и как там это первого штурма Грозного, когда в ловушку попала российская армия, вот, и ее со всех сторон, значит, там танкисты, которые погибают, и вот это там все чернуха, концентрация на крови, насилии, и главная мысль, она суицидная. То есть, вот Невзоров – это проповедник суицида, кроме того, что он трупный червь, как он считал, страны, которая умирает. Но произошло так, что, так сказать, трупного червя тело отторгло само. А Костенко – это певец такой же партии, но он играет немножко, вот если смотреть на оркестр, да, то у каждого же своя роль. Чуть-чуть, да? Да, вот. Он другим занимается, он же гонит на убийство. То есть, он же объясняет этим, что да, украинец, ты должен самоубиться. Для чего? Для того, чтобы не прошел парад в Москве. Нормальный человек, понимаете, для меня украинец – это человек, для которого парад в Москве – это и его парад в том числе. Более того, я ж не могу себе память обстричь, да, или так как при власти на Украине, да, там, обрезать себе память, как они себе многие сделали, тот же Зеленский, да, он же себе обрезал память историческую, его же дед был в советской армии, а он как бы эту память обрезал. Вот. Я не могу, что я-то помню, когда были делегации из Украины на парадах. Более того, я лично был свидетелем, как на таком локальном параде в день освобождения Одессы, который происходит 10 апреля, празднуется, там приехали общественники, и я видел общественников из Киргизии. Я тогда активно начал заниматься евразийской интеграцией. Вот как раз, я там в 2012 году закончил последние выборы, мне это уже очень надоело, эта украинская политика. Я переключился активно на евразийскую интеграцию, Казахстан, Киргизия, вот, постсоветское пространство. И были, более того, я вам скажу, на День города в Одессе, тема у нас сегодня проходит красной линией, это 2 сентября, День города в Одессе, и, кстати, в этот же день, День республики в Приднестровье, на День города первый, открывал День города Одессы кубанский казачий хор, Александр. Не украинские спеваки, да, не какие-то коммерческие, деятели, которых покупают, они были больше. Открывал кубанский казачий хор. И я был свидетелем, понимаете? 2 сентября 2013 года кубанский казачий хор в центре Одессы. И там со всей страны люди из Украины, из России. 2 мая 2014 года уже одесская Хатынь. Понимаете, всего за полгода с помощью вот этой пропаганды прокрутите себе в голове, уважаемые зрители, особенно с Украины, как много всего произошло с сентября 2013 года по май 2014. И вы увидите, что эскалация, она в первую очередь проходила в пропаганде. Потому что Евромайдан был на пятачке киевском. Вот вспомните 2014 год. Если, вы же тогда в Луганске были. Если не было там ничего, все спокойно было. Если об эскалации говорить. Так, понимаете, вот даже вот сейчас, за вот эти уже 5-й год войны, у нас все равно на манеже все те же, рычаги все те же. То есть, давайте Кремль обстреляем, парад сорвем, давайте.
Или, например, вот недавно была атака по Крымскому мосту, Керченскому мосту. Ну, то же самое. Был он спикером воздушных сил, стал сейчас... не, или направление юг. Ну, в общем, сейчас он там добровольческой армии, некий спикер. Братчук такой. Говорит, ну, там, 3 раза не получилось, ну, ничего страшного. Как говорится, Бог не дурак, любит пятак. Послушаем. Пам'ятаю, як командувач Національних військово-морських сил Збройних сил України адмірал Нічпа показав про те, що, бачите, 3 рази вже уражено було відповідно Службою безпеки. Цей міст українці, як завжди, підстрахувалися. Ми говоримо, я про те, що Бог любить трійцю. Ми все-таки підстрахувалися, у нас ще як мінімум 2 випадки таких попереду. Не анонс, звичайно, зараз лунає, але тим не менш, перепрошую, Бог ти дурак, любить п'ятак. Тому очевидно, що такі удари вони будуть завдані. Для того, щоб завдати відповідний удар, треба ресурси, треба підготувати умови, створити умови для того, аби цей демонтаж провести. І, звичайно, приємно, коли, наприклад, і наші військово-морські ураження охорони цього незаконного об'єкту, тому що прикордонні війська Російської Федерації, нагадаю, це насправді про ФСБ Російської Федерації. І будь-який ФСБшний Соболь або Гречонок має йти на дно. До речі, так, це дійсно основні такі бойові одиниці, які патрулюють акваторію, які захищають цей так званий Кримський міст. Але бачите, пролітає і прилітає. На сьогодні точно можемо говорити, візьму на себе таку сміливість, на території тимчасово окупованого Криму, власне, як і сам Кримський міст, немає жодної локації, жодної точечки, де наші сили вогневого ураження не могли влучити. А це, до речі, про стан протиповітряної оборони, про яку дуже багато говорять, російську протиповітряну оборону, не лише про глибинні операції вже наших сил оборони, відповідно, а про те, що і тут нам вдається на тимчасово окупованих територіях знищувати систему ППО російську і, власне, потім завдавати ті удари, які приносять нам гарні новини. То есть опять будут бить по Крымскому мосту. Нет ни единого места, где, в общем-то, куда в Крыму, да, не может дострелить, выстрелить и поразить какую-то там точку вооруженные силы Украины. И это вызывает вот такую бурю эмоций у этого Братчука. Что скажете? Ну да, смотрите. То, что будут бить везде, где могут достать, стало очевидно еще когда подрывали ЛЭП в Крыму. То есть, что стратегия гадить как можно больше, она, в общем-то, была предъявлена тогда еще. Причем, ну, как бы, это же превратилось в большой бизнес. Я думаю, сейчас, конечно, локти грызет себе этот деятель крымско-татарского меджлиса, которого сначала же пытались лоялизировать. То есть, он же сначала занимал должность вице-премьера в Крыму, да, а потом он переехал в Киев и, собственно, переключился на деятельность. Кстати, как с тем же Джемилевым была встреча у Путина, я напоминаю. Ну, кстати, Джемилеву просто хватает выдержки не особенно рассказывать о том, что это была за встреча. Но я уверен, что ему были сделаны предложения, ну, как бы, вполне серьезные. Но они бы сделали ставку на то, что надо, так сказать, кошмарить всеми силами. То есть, это, ну, вот ЛЭП и потом, собственно, перекрытие воды в Крым. Вот. Стало понятно, как они относятся, новые власти, и к крымчанам в целом, вот, ну и вообще ко всем, кому они считают врагами. Поэтому то, что по существу своему говорит Братчук, это ни для кого не новость, это просто в рамках когнитивной войны, которую я предметно исследую и, так сказать, стараюсь разбираться, это возгонка эмоции, ну, то, что на Украине называют перемога, да, то есть, когда окружающая действительность, она крайне печальна, трагична, где-то даже преступна, человеку, ну, для того, чтобы он не думал о плохом, ему нужно дать вот такую эмоцию какой-то перемоги. И в этом его роль. Потому что нужно же понимать, кто такой Сергей Братчук. Вот. Ну, мало того, что я этого человека знаю лично, вот, в тот период, когда я работал консультантом и политтехнологом в Одессе, вот, он лично проходил, ну, назовем так, там, полусобеседование у меня, потому что он был соведущим около политической программы, вот, не буду называть соведущую, вот, одесситку, ну, чтобы не подставить как-то или еще что-то. Ну, вот, и он прям рассказывал о том, какой он советский, так сказать, потомок советских офицеров. Но потом произошла очень курьезная история, которая для меня очень была, так сказать, свидетельством, вот, того, что за персонаж. Он потом подался в одну политическую силу, очень хотел быть депутатом Горсовета.
А так как он был телеведущим, подчеркиваю, он никакого отношения, он был пресс-секретарем западной оперативной команды, южная, как она называлась. Да, ну, в общем, южная. короче, пресс этот самый. И он всегда, в общем-то, этим занимался. То есть он пиарщик, так сказать, ВСУшный был всегда. Но так как платили очень-очень мало тогда, то он работал на разных телеканалах. И, конечно же, он хотел устроиться на самый популярный тогда телеканал АТВ. Вот. Ну, кстати, Григорий Витальевич Кваснюк, мир праху ему и вечная память, он еще тогда говорил, что Сережа Брачук – это, короче, не самое лучшее приобретение для канала. А потом, когда он начал делать политическую карьеру, ну, а в Одессе горсовет очень ценен, вот, в определенный момент это было прям то, что называется молния, репост, срочно совершено покушение на Сергея Братчука. Вот. И это прям разошлось везде. Покушение, накануне выборов. Это все есть в интернетах, это все можно найти. А что потом вскрылось? Значит, Сергей Братчук жил в, ну как это, квартира или там общежитие семейное на территории бывшего военного училища. А как и в любом военном училище, вот, там же закрываются ворота, ну как комендантский час, да? И возвращался очень-очень пьяным домой. И перелазил через забор. И перелазя через забор, очень сильно упал и в том числе повредился. Вот. Но на следующий день раздул из этого историю, что у него было покушение. Понимаете, это, ну, интернет, он же все помнит, уважаемые слушатели, зрители. Ну, вот прям почитайте. Его потом дразнили, что Сережа забор, да? Вот, потому что это все скрылось, были камеры наблюдения. Он, видать, так сказать, под шофе решил устроить политическую, так сказать, ну, акцию из этого всего. Но ты ж уже это все не скроешь. И это была очень позорная история в биографии Сергея Братчука. Вот. И, ну, понятно, никуда он и не избрался, ни в кой Одесский горсовет. Он во многом стал нерукопожатным человеком. Ну, просто его коллеги перестали уважать. Ну, что ты вообще творишь такое? Кстати, как и Алексей Гончаренко, который был одним из деятелей 2 мая, который же он тогда вышел в прямой эфир Савика Шустера, и вот аж заявление, что мы разгромили лагерь сепаратистов. Он же фотографировался над трупами. Ну, а что это за персонаж? Это же персонаж, который отца своего предал. То есть он же сын Алексея Костусева, последнего мэра Одессы до Евромайдана, ну, до Труханова. Вот. Он именно выступил против отца, он активно против него, так сказать, интриговал, работал. Вот. Вот это персонажи, которые пришли к власти на пепле 2 мая. То есть Брачук, мелкий провокатор. Вот, который, ну, смотрите, в все равно ведь не бывает же так, чтобы этим заболела вся страна. А у нас в пункте Нет, опроса какая вся сегодня, страна, Александр? смотрите, у нас в пункте опроса есть вот эта вот история с женской мобилизацией. Каких видео только нет, которые, так сказать, заманивают туда. От, пожалуйста, замечательне відео. Хочеться якомога більше росіян вбити, які знаходяться на нашій землі. Звичайно, отримую насолоду. Я це роблю і для того, щоб і мої діти потім жили в мирі. Ну, яка мотивація більш бережлива? Материнський інстинкт. Katerina tells us she is 4 months pregnant. Despite the risks, she's determined to fight on. Я оператор важкого бомбера, вампір. What is it like to take a life? Коли буває росіян, абсолютно нічого не відчуваю. Хочеться якомога більше росіян. В общем, хочется как можно больше россиян, так сказать, убить. И это вот показывают на Западе. Девчушечка с розовеньким пистолетиком, ну вот как бы как шеврон, да, наклейка на бронежилете. То есть этим сейчас все пропитаны. Ну, потому что война тяжелая. Потому Ну, не что, все, Александр. ну создает Не впечатление, что все хотят прям идти Но и это же убивать эффект медиа. россиян. Это, Александр, это эффект медиа, что все. Нет. Это то самое политизированное меньшинство, которое с помощью медиатехнологий, а медиатехнологии это же эффект линзы. Ну, вот как ты видишь муравья, линзу на него навел, видишь, какой он вообще там усатый, ну, вообще другой, страшный, да. Но всем же известно, что
ну, вот фильмы ужасов и все эти там хищники, шмичники и прочие там чужие, это просто мир насекомых, который увеличен до, так сказать, ужасающих пределов, да, и гиперполизирован. Это всегда эффект медиа. Но погодите, знаете, с это кем? девочка, это же не насекомое. Ей бы там, не знаю, я говорю про журнальчики эффект. Это девочка, продукт. листать. Ей бы там Смотрите, влюбляться, эта девочка, понимаете, там ногти красить. Александр, я никогда не занимаюсь расчеловечиванием, поэтому я ни в коем случае не сравнивал девочку с даже убийцу и пропагандистскую убийцу с насекомым. Чтобы никто не подумал такую мысль. Насекомое, я привел пример, как работает медиа, да? То есть как он увеличивает эффект. А девочка является, вот это, ну, девочкой назвать сложно, вот это убийца, вот, причем прирожденный убийца, как она сказала. Это продукт безнаказанности той картинки, тоже знаменитой, когда, помните, 2 мая девчонки разливают коктейли Молотова. Да. Они тоже стали, эти кадры, знаменитыми. Да? Вот из-за того, что одесская трагедия 2 мая, я об этом написал и статью, и постоянно, это вот у Достоевского есть преступление и наказание, а 2 мая – это преступление без наказания. И так как наказание не произошло, то из вот этих разливающих бензин по коктейлю Молотова в Одессе 2 мая на Греческой площади выросла вот эта вот убийца, понимаете? Причем не просто убийца, а которая собирается продолжить жизнь и воспитать следующего убийцу. Вот результат. Вот результат того, что джин гражданской войны не был назад загнан, так сказать, в бутылку, либо не развеян. Но вот они 12 лет. Вот смотрите, а теперь давайте посмотрим на эволюцию насилия. 2014 год, 2026 год, вот они 12 лет. Кто там увлекается всякими гороскопами и прочими, это полный цикл, да? 2014 год, плюс-минус 2002-2004, это цикл, когда была первый раз выпущена ненависть и насилие. Это Украина без Кучмы и потом Евромайдан. А началось все, если мы возьмем еще один 12-й цикл, это о чем я всегда напоминаю, это когда идея того, что Украина это антироссия, была легализована. Это же точка невозврата, она же прошла когда? Я всегда об этом напоминаю. Когда была отказана от преемственности от УССР, от Союзной Республики. То есть был выбран идеологический вектор того, что Украина является наследницей УНР. А что такое УНР? Все это, вот то, что сейчас построили, это и есть новая версия УНР. Вот они циклы, смотрите, 12 лет с момента провозглашения, казалось бы, безобидной идеи, что мы не потомки УССР, а потомки УНР. Через 12 лет это выходит в виде такого политического насилия локального, потому что первый Майдан, Украина без Кучмы, это где-то там в Киеве происходит, люди уже они не обращают на это внимания. Еще через 12 лет это уже ритуальные убийства, и переход всего уже в такую фазу терминальную, 2014 год. А еще через 12 лет это вот то, где мы, в общем-то, плюс-минус находимся. Вот так работает гражданская война. Скажите. И это, кстати, тоже для того, чтобы мы не удивлялись. Ведь смотрите, революция 17 года и выплеснувшаяся после этого гражданская война, она была бы невозможна без событий, не то, что невозможно, они первый раз были показаны в 905 году. Если вы откроете любые учебники истории про гражданскую войну, то те, кто всерьез объясняют про события 17 года и последующих событий гражданской войны, которые тянулись, на секундочку, еще почти десятилетия. То есть вот только к смерти Ленина, да, вот так плюс-минус, хотя на Дальнем Востоке и события еще продолжались. А где-то, как, например, в Бессарабии, которые румыны оккупировали, они не закончились. Там, извините, было еще татарбунарское восстание. Там, в общем-то, людей убивали за то, что они ставили вопрос о том, что они хотят вернуться назад в ту страну, где жили. Или так называемые всходни кресы.
То есть, смотрите, гражданская война для жителей Киева, Харькова, Одессы как бы закончилась, вот, а для жителей, например, Западной Украины она продолжилась. Почему? Потому что вся вот эта вот бандота и подлота петлюровская, она же переехала во Львов, и оттуда были в том числе налеты на Украину центральную, восточную, а поляки проводили вполне себе политику пацификации на Западной Украине и в Западной Белоруссии. Об этом написаны сотни книг. Вот, то есть, и вот для них-то продолжалось, а для, например, понимаете, в чем парадокс? В Запорожье строят Днепрогэс, вот, а где-нибудь в Западной Белоруссии или в Западной Украине превращают в новых рабов, новые вот эти вот польские осадники. Это же кто такие были польские осадники? Это вот участники войны против Советской России, которым дали гектар. Такой же гектар, как обещали воинам АТО в освобожденном, так сказать, Донбассе. Вот мы сейчас сепаров зачистим. Клаптик земли и 2 раба. Было такое да, и 2 выражение. раба. Вот. Да. И понимаете, и вот оно и получается, что вот эти циклы, они не то чтобы... понимаете, человеку уже свойственно жить здесь сейчас. Понятно, 12 лет на секундочку, это же много. Это вот у тебя ребенок только пошел в школу, и вот он уже в университете, там, в институте учится. Семен для Сергеевич, истории это мгновение. Смотрите, но ведь в этих циклах вот есть опять-таки дискуссия о том, что личность в истории или времена рождают таких личностей. Ведь казалось, что еще мы опять в мае находимся, да? Там скоро будет, уже выбрали уже первый тур, второй тур, вот уже сейчас к инаугурации движемся, я имею в виду по датам, по календарю, Зеленского. И последнее время его вспоминают. И вспоминают такие совсем разные вещи, да, то есть вот к нему, например, подошли еще до всякого президентства, когда вот только там какие-то наклевывались амбиции. Має бути новий глава держави. Порядочным человеком. Из списка, скажем так, людей, кого я вижу там на горизонте, я таких не вижу. Что значит порядочный? У вас проблема, если вы не знаете, что такое порядочный. Порядочный? Никакой. Это единственное четкое вообще понятие. Порядочный, честный человек – это не размытое понятие. Вы что? То есть это типа, я беру взятку или не беру, она же небольшая, а мне же тяжело жить, но мне поэтому надо взять взятку. Вот это размытое. Порядочный, честный человек – это понятная константа для любого человека. Вот это вот, знаете, я почему решил, чтобы мы это обсудили, на фоне Миндича, на фоне там вот этих денежек, вот этих фаерпоинтов, вот этих всех, как они там, рокировочки, вот это надо включать, понимаете, параллельно сразу после прослушивания пленок НАБУ. Ну а если по сути того, что произошло и что с чем сравнивать, это, в принципе, это Зеленский, он мог... Это же Зеленский, артист, видите, на сцене, репетиция квартала, к нему подошли, кто-то, может быть, дал взятку, не дал, это же он, видите, он молодой, не предвещало еще ничего тогда беды для Украины, для украинцев. А тут уже конкретно мы сравниваем как бы до и после. Посмотрим. Я бы взял человеческую жизнь, поставил бы, вот наша цель. Сохраним людей. Поэтому любой вариант, мы туда пойдем, армия, я убираю. Лишь би не умирав ні один чоловік. Як би там боляче не звучало для наших людей, згідно географії і ризиків, ми фортифікація для всієї Європи. Принаймні з цього напрямку. І тому, безумовно, ми посилюємо Європу. І, понимаете? То есть было, стало. Может ли быть в такие тяжелые моменты, да, в темные же времена вроде как светлых людей видно больше, а получается, что даже те, на кого возложили надежды, вот этого молодого, успешного, популярного, не из политики, что особая честнота, потому что он развалил бы эту систему, а пришли вот к тому, что мы, оказывается, фортификация, как бы это кому больно не было. Что тут скажешь? Человек, который мыслит контрактами, он, в общем-то, может согласиться на любой контракт. В этом же особенность, тут, наверное, лучше вам Павел Щелин расскажет. Это не моя профдеформация. Почему именно, так сказать,
дьявола, у сатаны, ну вот в культуре это отражено, всегда все идет через сделки или через контракты. Ну, об этом, в общем-то, Фауст. Да? И, к сожалению, ну, эта черта, она давно уже понята, в том числе нашими предками, ну, вот, например, которые... Вот, наши предки же не артистом называли, а лицедеем. То есть, это человек, который способен менять лица. Но далеко не все лицедеи, вот, они как бы совершают предательство именно потому, что они занимаются тем, чем им надо заниматься, то есть актерской игрой. А Зеленский, он попал вот в эту типично украинскую ловушку. Вот. Ну, она же в чем была особенность? Все видели, что государство слабо. Вот, оно слабело с 2004 года. Ну, почему Кличко попёрся в мэры? Да? Ну, потому что увидел, что Киев уже как бы разложился на непонятно что, вот, что бал правят застройщики, и что, вложив, так сказать, какое-то количество денег в пиар, вот этих вот киевлян, доведенных уже, так сказать, до умопомрачения, вот, можно, в общем-то, так сказать, сыграть на их эмоциях и стать мэром. Но первым это, кстати, понял не Кличко, а Черновецкий. Помните наверняка такого персонажа, да? Леня Космос, помню. Да, и Зеленский, я думаю, что где-то, ну, скорее всего, это не сам Зеленский, это все-таки было, скорее всего, с подачи с Коломойского, он как бы сделал какой выбор, вот, что граждане Украины до такой степени ненавидят вообще правящую элиту, всю подряд, что тот, кто будет ее ненавидеть, ну, еще и высмеивать, в этом была ее особенность, потому что Зеленский был действительно сатирик. Вот тот период 2004 по 2014 год, да, когда вся страна смотрела тот самый 95-й квартал, ну, в России смотрели «Дом-2» и «Нашу Рашу» в это время, ну, то есть тоже такая как бы специфическая деятельность, которая, я считаю, сводила с ума. Вот. Но по-своему. На Украине смотрели 95-й квартал. А там было жесткое издевательство над всеми политиками. Вы наверняка это хорошо помните. И на этом фоне сатирик посчитал, что он может сыграть в эту игру. Вот. И занялся несвойственным ему делом. Это трагедия, ну, так сказать, творческого начала Зеленского. Но еще есть трагедия, но это уже не трагедия, это уже преступление мировоззренческого начала Зеленского. Потому что он как артист себя преподносил, показывал и объяснял. А дальше он то, что излагал, он излагал как житель того самого юго-востока Украины. Я работал, кстати, в Кривом Роге, но я работал во всей Днепропетровской области. Но у меня, так сказать, в зоне ответственности был в том числе и Кривой Рог. Я много туда приезжал. Очень индустриально, промышленно, пролетарский город. Очень похожий, не зря была именно Донецкая Криворожская республика. Кривой Рог в этом смысле он больше похож на трудовые города именно такого Донбасса. Есть... не Донецк, а Донецк все-таки столичный. Нет, город. Есть с Луганском очень похожие даже места. Даже да, очень похоже. С Луганском, Донбасс это же вообще много городов, даже небольших. А Кривой Рог это сам по себе и состоит куча городов. Да? Почему же он назывался 95-й квартал? Это самый растянутый город во всем Советском Союзе, где каждый район представлял из себя такой маленький городок. Да? Почему квартал? Ты из района в район, я помню прекрасно Кривой Рог, там как по Москве катаешься. То есть очень далеко. Из района в район надо километров 5-10 ехать. Ничего себе. И я представляю себе жителей Кривого Рога. Более того, я когда работал, у нас была газета «Наша земля», она, конечно же, была предвыборная, но она выходила тиражом 1 000 000 экземпляров официально. Мы работали тогда против как раз в том числе и Приватбанка, приватовцев, назовем их так. Поэтому мы все делали совсем официально. И у меня было даже письма, это была еще эпоха, интернет-эпоха еще не наступила, а газеты еще люди читали. Это 2006, если не ошибаюсь, год. И я помню писем огромное количество. Я был главным редактором. И много раз бывал.
Это советский город был в первую очередь, где собирались люди со всего Советского Союза. И к Зеленскому относились точно так же, что он представитель нашего, так сказать, пролетарского интернационального края. Вот. И поэтому для того, чтобы понравиться избирателям, он включал с одной стороны, ну как, есть форма и содержание, по форме он действовал как артист профессиональный, а по содержанию он давил на то, что он житель Кривого Рога. Вот. И Ну да, он простой совершил парень, да. мировоззренческое предательство. Да. Смотрите, Мировоззренческое а предательство. по поводу мировоззренчества, ну, и мировоззрения, да, вот все равно же есть то общее у украинцев, которое ни хрена не смогли создать, сберечь и прорастить. Вот вообще не смогли. Очень, вот буквально вот я хочу просто вот на ярких примерах, да, вот сегодня, да, сегодняшний день. Есть, например, вот эта вот писатель она вообще писатель, Карпа, Ирена Карпа. И вот она в интервью, собственно, выводит нам истину, прям золотыми буквами над ее туалетом нужно эту цитату висічь. Я не знаю, як можна зараз почувати себе меншовартісним порівняно з руським Альошею, чесно, після всього, що сталося, так? Ну, настільки українці круті, сильні, вільні, настільки росіяни забембали вони вже своєю великою руською культурою. Це просто, ну, треба з себе витискати раба по краплі. Ну, це задача така індивідуальна кожного. І треба, щоб говориш російською, значить ти лох і селюк. От треба отак от казати. Значить ти, ну, людина без власної волі, значить ти людина, яка не може зробити мікрозусилля над собою. Я не розумію, є українці, які попереїжджали за кордон в зв'язку з війною, вже повивчали інші мови іноземні, а далі між собою говорять російською. Ну, тобто справа не в слабкому інтелекті, не в ідіотизмі, так, що вони там не здатні вивчити мову, а в тому, що немає такої політичної волі. Ну, о какой политической воле она говорит, нет, но квинтэссенция понятна. Если ты говоришь по-русски, то ты лох и селюк. И надо выдавливать из себя раба по капельке, по капельке. Причем многие этому следуют, на самом деле, следуют. Вот там был недавно языковой скандал. Короче, есть такой общий проект, он общий, он и российский, ну, вообще он украинский, ну, там в России снимался «Орел и решка», где путешествовали по разным странам, кому-то безлимитная карточка золотая, у кого-то $100, условно, там, на несколько дней. И много было ведущих, много было разных, ну, всем запомнился, как бы, из Мариуполя сам родом, Бедняков. Есть вот такой ведущий. Вот что он говорит по этому поводу. Я взагалі себе не сприймаю російською мовою. Коли ти полюбиш українську мову, ти на неї перейдеш. 100%, тільки так. А ось так говорити, тому що треба говорити, воно так не працює. От треба полюбити. І чесно, мені більше подобається, як я звучу українською мовою. Прикинь, настільки все змінилося. Є деякі, що там виставляють зараз відео. Ви знаєте, я осознав, я перейшов на український, тому що мені змусили під тиск, а зараз я... Блядь, це такий крінж. Це такий просто, ну, на це не треба навіть звертати уваги. Ну, кринж, понимаете? Мариупольчанин, кстати, да, он этим всем... Ну, понятно, да, у него там понятна его позиция, но вот нет, все-таки вот надо полюбить украинский язык. А вот эти, видимо, мовные омбудсмены, вот эти вот Карпы, вот эти Ницой, которые вообще говорит, русский язык — это заболевание, это, наверное, это вот те люди, это те, которые помогают тебе любить, да, исполняют роль такой виагры, что ли, национальной виагры. Но были-то нормальные люди, Семен Сергеевич, вот тоже, понимаете, вот сегодняшнее заявление, а были-то абсолютно... Никак ты не уличишь этого человека в том, что он пророссийский. Этот вот Бедняков с Мариуполя, да, а тот вообще с Яворова, с Львовской области, вот Скрябин, да, Кузьма Скрябин, глаголил четкие, понятные вещи. Он разочаровался в первом Майдане, потом написал эту легендарную песню «По-моему, чувак, нас кинули». Он ездил на восток, он ездил в момент уже там, да, вот этот вот, он в 15-м году разбился на машине, но вот он все равно там ездил, там, он бы выступал открыто против войны, он конкретные вещи говорил, понимаете? И будучи как истинным, ну что там, бандеровцем, что ли, да, ну, то есть он, наоборот, пытался всех мирить. Вот так. Вот таким, наприклад, образом. Люди, говоріть як хочете, вчіться в якій школі хочете. От у нас є країна, нам треба її збудувати, щоб то була Швейцарія, там, грубо кажучи, та? Швейцарії 4 мови чи скільки там. І вони собі прекрасно ладять, та?
І от нема такої людини, яка би просто сказала, та людина то є президент. Він має прийти і сказати, покласти руку там на Біблію чи на телефонний справочник і сказати, люди, коротше, давайте так от, знаєш, нікого не гнобим, бандерівці кльові, ті кльові, перестаньте сваритися, давайте там ту історію назад. Знаєш, тому що історію по великому рахунку пишуть ті люди, які самі хочуть в історії лишитися. Вот это ключевая фраза всего, наверное, да, нашего и сегодняшнего в том числе разговора. Историю пишут те люди, которые хотят остаться в истории. А вот тут уже вопрос, как они хотят остаться в истории. Ну, были же светлые, нормальные люди. Почему украинцы срутся? Вот такой вопрос у меня к вам. Ну, смотрите, они не были, эти люди, они и есть. Например, еще один западенец, мир праху, вечная память, Богдан Ступка, предупреждал тоже об этом, который снимался в том числе. Ну, он же сыграл Тараса Бульбу. Богдан Он всех Ступка сыграл, и Бульбу, и всех на свете сыграл, да? Так о чем речь? И он предупреждал во многом. Кстати, есть фильм «Матч», вот, в котором снялся Остап Ступка, его сын, как раз посвященный вот матчу «Динамо Киев». А в главной роли Сергей Безруков там снялся, российский актер. И как-то уживались Ступка с Безруковым, понимаете? Эти люди и были, и есть. Но сейчас, сейчас уже это случилось, но началось это в том числе после переворота 2014 года, по малому счету, по большому после 92-го, их выдавливали на периферию, вот, на периферию культурного влияния, на периферию, ну, скажем так, авторитетности. Многие люди уезжали. Вот. А вот те, кто оставались, они были вынуждены, и вот в этом смысле очень показательный этот деятель из Мариуполя и гуцулка Ирена Карпа. Вот. Она же вообще что цитирует? Она же Чехова цитирует. Что такое выдавливать раба по капле? Просто она, как все-таки еще человек немного образованный, она это перевела на украинскую мову и выдает за особистую думку. Вот. Потому что если бы она говорила по-русски, ей бы пришлось сказать, как говорил великий Чехов. Да. Вот. Но так можно своровать мысль Чехова и, в общем-то, даже не ставить копирайт. Вот. Ну, а что касается, я, кстати, пытался, еще она становилась модная же давно, вот, уже лет 20, она, так сказать. Вот. Я попытался прочитать ее письменництво. Вот. Но это вот такие безумные женские рефлексийки, вот такие обо всем и ни о чем. Нельзя понять, о чем пишет Ирена Карпа. Вот. Это какие-то такие вот настроенческие вот, тексты. У нас таких тоже хватает. Там Божена Рынская, не знаю, у нас иноагент, не иноагент, но не суть. Вот, ну, такие вот вещи. Ну, там я пробовал в свое время и Собчак почитать, вот, особенно энциклопедию Лоха, или там это, как она, блондинка в шоколаде, с Красовским, нашим этим полупидором в полукедах написано. Вот. Которые, кстати, вместе ездили тогда на Евромайдан и фотографировались в Киевской мэрии. Понимаете, там так вот есть торжественные фотографии Собчак и Красовского. Это все деятели одного, так сказать, порядка. Что Собчак, что Рынская, что Ирена Карпа. Вот. Просто Рынская сделала в свое время. Я почему приведу пример? Я вообще как бы считаю, что они должны но их нужно как феномен разобрать. Да? Вот. Преимущество Ирены Карпы как письменницы только в том, что она умеет писать не просто по-украински, а по-западенски. Вот. Ну, используя всякие там йой, вот, файно, швидко, вот такие вот вещички. И европеизмы, да. Вот я така, вот это пила філіжанку каву десь у Відні, десь там в Италии, ось таке вот, да. Никакого иного преимущества у нее нету, вот. Поэтому она подворовывает мысли Чехова и выдает за свои. То есть, как человек, понимающий русскую культуру, она всем остальным хочет ее закрыть. Вот. Потому что иначе ее, так сказать, письменництво будет как бы ломаного гроша стоить. Ну, а история хлопца с Бердянска – это история глубокой трагедии. Ой, Бердянска. Мариуполя. Мариуполя, да. Потому что он в свое время сделал ставку не на ту лошадь, вот, переехал в Киев, понял, что уже назад он в свой родной Мариуполь, скорее всего, не вернется, поэтому ему есть такой эффект неофита, у него же фамилия русская, правильно же? Бедняков, да. В общем.
Да, русская фамилия. То есть это случился с ним эффект неофита. А он в чем заключается? Что надо быть большим националистом и нацистом, чем сами украинцы. Это произошло не только с ним. Первый раз это Семен Семенченко нам продемонстрировал, севастополец, да? Вот. Потом это вот националисты с Донбасса, которые были даже большими националистами, чем как бы сами украинцы. А вот очень здорово, что вы на контрасте показали Кузьму Скрябина, а это вот был справжній западенець. Вот. Именно він з Новояворівська. А что такое Новояворівськ? Я ж жил в Галиции, да? Это очень, ну вот есть старый город Яворов, вот, он прям со времен Древней Руси, а рядом с ним Новояворовск. Ну это как в Беларуси, есть, например, Полоцк, это древний-древний город, у нас Софии святые, где есть? В Новгороде, в Полоцке и в Киеве. Ну, то есть это город, прям, который со времен основания. А напротив него есть Новополоцк. Это где нефтеперерабатывающий завод. Ну, чтобы как бы... Ну, вот Новояворовск по сравнению с Явором, это такой же город, где были специалисты со всего Советского Союза, промышленный центр. И Кузьма, который вырос там, мир его праху, вечная память, он понимал, как устроена реальная деятельность. Да? Но так как сам Кузьма не делал никакой карьеры политической, то есть в отличие от Зеленского, ему не нужно было лицедейничать, и в отличие от Ирены Карпы, его песни действительно пели. Ну, то есть, действительно их пели. Но это вообще края очень, ну, такие музыкальные. Вот оттуда же, например, и в России в том числе пели это бумбокс. Помните, да? Ну, так он харьковчанин. Уже более современный. Он с Волыни, если не ошибаюсь, нет? Харьковчанин. Ну, ладно, не суть. Харьковчанин, бумбокс, по-моему, він з Луцька, ні? Ну, треба перепровірити. Вот. И просто вот западенец Кузьма, который из Новояворовска, где полстраны разной было, да, не только из Восточной, из России, кто там был. И так как он не лицедейничал, и ему не нужно было изображать из себя, ну, больше, чем он является, его и так слушали. Не надо было из себя этого строить. Поэтому мы имеем что? Мы имеем, кроме мировоззренческого предательства, которое было как у Зеленского и вот у этого Беднякова, мы имеем попытку с помощью украинской мовы повысить свою, так сказать, коммерческую и, ну, свою, так сказать, капитализацию во всех смыслах, да? Потому що якщо я володію, ну, українською мовою, особенно с региональным западенским акцентом, вы все дети по сравнению со мной. А что я пишу, не имеет значения. И вот этот феномен, который вы, собственно, продемонстрировали нашим зрителям, это феномен того, как бездарности и беспринципные люди, они пролезли наверх с помощью националистической идейки. Это произошло не только на Украине. Посмотрите, что произошло в Молдавии, как, например, тоже недавно ушедший маэстро Дога, вот, которого мы знали как композитора во многих, так сказать, песнях, ну, песнях, фильмах советских, это из Молдавии, он, в общем-то, докатился до того, что снимался в рекламе колбасы. Вот, это несколько лет было прям таким мемчиком в молдавском интернете. Или во что превратился тот же Раймонд Паус и все вот эти деятели прибалтийские. То есть все, кто встал на этот путь, или, например, этот грузинский Чита Гврита, Чита Маргарита, вот, как он встал на путь, так сказать, национализма и как бы перестал быть кому-либо интересным. Ну, вот это, в общем-то, да, история общая для всего пространства. Да, друзья, всем большое спасибо, что смотрите нас в прямом эфире. Подведем итоги опроса. Значит, какая следующая точка бифуркации? 14% удар Тяо, 21% все точки кончились, дальше мир, все идет на спад, 24% втягивания Беларуси и 40% считают, что это, ну, извините, но все-таки женская мобилизация, Семен Сергеевич. Про женскую мобилизацию мы с вами обсуждали там эфиров 5, наверное, бесед назад. Это неизбежность. Вот. Это неизбежность, потому что, ну, нужно общество держать всегда в, ну, напряжении, иначе когнитивная война не работает. А женщины – это сейчас та прослойка, на которой, в общем-то, в принципе, держится украинское общество. Ее надо сломать.
Да, друзья, переходим к вашим вопросам. Всем большое спасибо за то, что их оставляете и предварительно, и в принципе. Это всегда радует. Поехали. Начнем с сообщества YouTube. Здесь режим Блиц, конечно же. Значит, вот такие вопросы. Дмитрий, почему в Мариуполе люди так быстро отошли от идеологии украинства и живут как обычные россияне? Вопрос немножко некорректный. Конечно же, как обычные россияне, жители Мариуполя и любых других новых и сверхновых регионов не живут, потому что есть и определенные особенности массовой психологии, то есть нужно ко всему привыкнуть. Плюс огромное количество во всех новых регионах, то, что мы называем в рамках нашей теории с Алексеем Чадаевым, разрабатываем биодронов. То есть посмотрите, какое там количество терактов, всяких наводок, постоянно. Поэтому сравнивать некорректно. Но, как показывает опыт, что за год, мы это тоже разбирали, если не ошибаюсь, что человеку нужно прожить все 4 сезона для того, чтобы жизнь стала нормализованной. Не нормальной, а нормализованной. И поэтому, прожив все 4 сезона, это касается не только жителей Мариуполя. Кто не смотрел, я рекомендую сериал, который мы такой небольшой сняли в прошлом году, «Товарищи заводчане», по разным, так сказать, производствам. Там разные, это и ДНР, и ЛНР. Через год жизни, когда человек видит, что к нему относятся просто как к равноправному гражданину, то есть, что с тобой произошло? Вот тебе выдали паспорт, вот ты все банковские счета, вот ты дальше продолжаешь идти на работу, вот тебе выплачивают пенсию, вот ты съездил куда-то в командировку, в столицу или куда-то в Краснодар, в какие-то другие регионы, и ты не чувствуешь себя чужим или чуждым, тебя не называет никто переселенцем, еще чем-то. Определенные, конечно же, вопросы есть, как, например, дополнительный контроль на границе. Но я вам скажу, что он, например, касается, я недавно буквально с коллегой своим общался, а он русский, но уроженец Чеченской Республики, но еще в советские времена, да? И тут рассказывает, что А потом он в 96-м, по-моему, году, когда началась первая война в Чечне, он переехал как раз в Краснодар. И потом работал в том числе и в органах исполнительной власти. И занимает позиции. Но тем не менее, так как он уроженец Чеченской Республики, до сих пор его отправляют на дополнительный, так сказать, погранконтроль. Именно из-за места рождения. То есть такие издержки, конечно же, есть. Понятно. Но они касаются жителей. Семен Сергеевич, режим Блиц, вопросов много. Давайте. Привет Сожмеренке. На что нужно обращать внимание, чтобы помирить народы Украины и России? Как по мне, то желательно, чтобы это было что-то материальное. Материальная база, она в принципе всегда нужна. Но обращать нужно внимание на нашу общую материальную базу. И когда она будет, так сказать, нераздельна для нас, то это будет очень сильно объединять. Как, например, почему такое сильное объединение у жителей Донбасса. Да? Потому что там же предприятие – это основа идентичности. Наш завод, наша фабрика. Чем больше будет у нас больше общего, то, что производит, и культура, и скажем так, материальное производство, тем быстрее наступит умиротворение и последующий полноценный мир. Петр, общественность не понимает, почему пленкам Миндича не дается ход. А было ли целью появления этих пленок дать им ход? Равно как и было ли целью появления досье Эпштейна дать ему ход? Не появилось ли это все как сигнал мировым элитам? Мы все про вас знаем, так что никаких шагов влево, вправо, иначе расстрел. В общем-то, видите, уже в вопросе содержится половина ответа. Да, это способ управления правящей прослойкой. Для того, чтобы она была более покладиста и, в общем-то, не сильно, так сказать, дергала из стороны в сторону. Это так работает, да. Компромат. Добрый день, у меня вопрос. Есть притча про индейку, которая хорошо жила,
Ее кормили, заботились о ее жилье, здоровье. Индейка думала, следуя повторяемости событий, что это навсегда. Но в один прекрасный день ее убили для ужина на День Благодарения. Как мне кажется, такой же индейкой теперь людям кажется коммунизм, когда все на благо трудились, но пришли особо циничные особи, все забрали, присвоили. Семен, известны ли вам какие-то труды, книги на эту тему? Кто-то думал или думает над этой проблемой? Как не допустить прихода таких особей еще раз? Коммунизм уже отменили, дорогу в коммунизм. Коммунизма не было, то есть была к нему дорога. И с этой дороги свернули очень давно, еще в 86-м году, в 85-м, когда объявили перестройку, а в 89-м полностью свернули с этого пути, когда была убрана из Конституции статья о руководящей роли именно партии. Вот в этот момент, если мы говорим, когда это произошло, поэтому изучать для чистоты понимания, конечно же, нужно работы тех, кто тогда. Я всем всегда рекомендовал и рекомендую. Это первая русская трагедия Александра Зиновьева. Также можно для чистоты понимания его работу «Запад», где он дает с двух сторон взгляд на это. А также я рекомендую мемуары последнего главы Совета министров Советского Союза Николая Рыжкова. Называется «Трагедия великой страны», где он как раз описывает события с 85 по 92 год. Если читать сложно, то почти на всех площадках, и на российских, и на западных, эти книги мной разобраны в формате внеклассовое чтение, где я зачитываю, даю определенные комментарии самым важным местам. Поэтому добро пожаловать, можете прослушать, но там много частей. Зиновьев, тот же «Запад», больше 30, и Рыжкова мы тоже разбираем, по-моему, в 12 частях по 1,5 часа. Но уж потратьте время, за вас, так сказать, провели в том числе и разбор, ежели не хотите читать. Алексей, сейчас пропагандисты орут о вечной войне, что даже после перемирия через какое-то время снова нужно будет воевать. Как вы считаете, сильно ли это пугает народ Украины и заставит ли такой страх массово выехать, как только границы откроют? Следующая война будет уже из полностью бусифицированной армии. Я считаю, что если границы откроют, и так свинтит значительная часть населения, потому что увидели новый, так сказать, уровень управленцев. То есть люди ни на что, кроме разрушения, не настроены. Поэтому в связи с войной, в связи с миром оно наступит, это открытие границ. А по поводу следующей серии, конечно, это то, почему не идет вообще ни разу тот самый переговорный трек. Потому что, чтобы прекратить войну, нужно ликвидировать первопричины. И любое движение, которое не ликвидирует первопричины, оно приводит к паузе, то есть к перемирию. Или остановка войны. По-английски это ceasefire, называется. То есть мы не стреляем, но это же не мир. Поэтому, да, вы абсолютно правы. Если не будет движения полностью к миру, то это будет просто пауза. Вопрос, почему Германия не боится и готовится к войне с Россией, если у нее нет ядерки? Возможно, у них есть план внезапного обнуления всей ядерной триады русских с помощью операции, подобной паутине? Это из чата вопрос. Я думаю, что на Западе не боятся войны с Россией. Почему? Потому что они видят, что Москва воюет только с теми, кто напрямую конфликтует и угрожает. Мы же видим, как, например, воюет Иран. Ему же напрямую угрожают США и Израиль, и наносят удары. Но, тем не менее, достается и союзникам в том числе. Я имею в виду монархии залива. Пока Россия ведет стратегию войны только непосредственно самим участникам войны, не рассматривая не нанося удары, скажем так, по тому, кто вооружает, финансирует,
обеспечивают логистику, вот, консультации, связь, ну, массу всего остального. До тех пор делают выводы, что Россию можно будет уничтожить, скормив таких вот, ну, тоже как вот Павел Щерин у вас в эфирах называет, геодрона, да, то есть сначала мы скормим России, чтобы она самоубивалась об Украину, за это время какая-то часть России, так сказать, сотрется, они же цинично это называют, об Украину, потом мы будем Россию стачивать и уничтожать о Прибалтику, вот, потом мы будем стачивать Россию о Польшу и Румынию. Вот. И вот за это время, пока Россия будет, так сказать, самоубиваться в этой, а это же еще для них война, кстати, внутри в том числе православной культуры, отлично, с румынами пусть повоюют, Россия самоуничтожится и до Германии дело не дойдет. Вот как рассуждают в Германии, в Британии и не только. Не допустил ли, Сергей спрашивает, стратегическую ошибку Харьков, выбрав осторожническую позицию в 2014-м, чтобы сохранить город от противостояния, как Донецк и Луганск, но проиграл, получается, в среднесрочной перспективе? Ну и вообще, конечно, много вопросов. Какая, да, так и судьба Харькова? У меня были встречи, я не хочу называть фамилии, вот, сразу после вот этих... У меня весной 2014 года, когда сбежал между бегством Януковича и приходом к власти Порошенко, я проехал по всем своим, так сказать, заказчикам, клиентам, кандидатам. То есть это был и Харьков, и Днепропетровск, и Одесса, и Херсонская область. Вот. Ну, и в Крым потом в финале заехал, и в Киеве был. Элиты в Харькове, на тот момент высшие это были элиты, вот, они заняли позицию, что мы будем договариваться. Но при этом уже покойный мой, так сказать, один из заказчиков, я с уважением относился к нему как в первую очередь к хозяйственнику и администратору, потому что порядок был наведен очень крутой в Харькове. Нельзя сравнить мэрство Шумилкина и то, что было потом. Это Геннадий Адольфович Кернес. Вот. Ну вот могу рассказать, да, наше с ним общение весной 2014 года как раз вот. Он был в Москве, вот, и он такой был очень экспрессивный человек, да, такой, ну, прям взрывной. И вот он как бы сообщил мне следующее. Типа, они сами там не знают, что хотят. Вот. То есть, с моей точки зрения, было как бы два фактора. То есть, фактор первый. Никакой стратегии непосредственно в Москве по отношению к этим потенциально восставшим регионам не было. Вот. За исключением, наверное, Крыма. И только потому, что в Крыму был Черноморский флот. Вот. И особенно в Севастополе. То есть, там присутствие России сохранялось. Поэтому надо было местным элитариям выбирать, ну, в пользу того, что действовать нужно самим. Вот, опираясь на свой страх и риск. А так как элиты остались плюс-минус те же, они же знали того же Турчинова, Порошенко, они сделали вывод, что мы сможем договориться. Вот. Но, в общем-то, в том же Харькове очень вскоре прилетело, ну, вот, то, что сделало Кернеса того же инвалидом. Вот. Ни для кого не секрет, кто на него охотился, потому что прежде чем было покушение на Кернеса, был убит, об этом тоже есть новости, я с ним был так чуть-чуть знаком шапочно, его ближайший там друг на могиле у матери. Ну, у него была интересная роль, он в том числе там деньги отгружал сумками, ну, на всякие специфические задачи. Они вместе тренировались, ну, такие, то, что называется, кореша. Все об этом знали, его убили во время визита на могилу матери. Это было предупреждение. Поэтому на примере судьбы Кернеса, в общем-то, можно посмотреть на всю судьбу Харькова. То есть, на первом этапе, да, это дало отсрочку от войны, но в следующем это все равно привело войну в город. К сожалению, так и произошло. Да, друзья, всем большое спасибо, что посмотрели наш эфир и в Телеграме у Семена Уралова, и здесь, на канале. Поставьте, пожалуйста, лайк. И, конечно, всех поздравляем с майскими праздниками. Ну, начинаем поздравлять. Еще, конечно, поздравимся и не раз. Семен Сергеевич, спасибо за время и мысли. Спасибо, Александр. И, уважаемые зрители, я очень хочу, чтобы вы посмотрели. Вот Александр рассказывал о роли
роликах «Одесская трагедия». Дело в том, что мы это сделали с коллегами как раз по свежим следам, именно для того, чтобы ничто не было забыто и никто не был забыт, потому что «Одесская трагедия» 2014 года – это та точка, которая разделила наше общество на людей и не людей. Об этом забывать нельзя, особенно для людей, которые стоят на позициях мира подлинного. Спасибо всем. Друзья, берегите себя, добра и света.